Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые, самые лучшие, самые замечательные подписчики на моем канале. Сегодня мы погадаем с вами на замечательную тему. То, что я вам скажу, сбудется за 17 дней. И это уже традиция. У нас с вами будет 3 позиции на необычном Таро. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, то есть для кого-то эти 17 дней начнутся сегодня, а для кого-то через 2 года. То есть это совершенно не важно, важно то, когда высшие силы наводят человека на это видео, да, то есть он встречает это видео, вот тогда это видео для него и актуально на самом деле. Первая карта покажет, что происходило совсем недавно в вашей жизни, чтобы вы могли ориентироваться. Итак, 3 позиции, 3 карты. То, что я скажу, обязательно сбудется за 17 дней вашей жизни. Так. Итак, первая позиция. Вот такой красивый агатик. Вторая позиция. Не менее красивый содолитик. И третья позиция. Что же мы тут возьмем? А давайте зеленый флорид. Ой, флорид. Да, флорид. Зеленый флорид. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак. То, что я вам здесь сейчас скажу, сбудется за 17 дней. Приготовьтесь, это важно. Наш агат. Первая карта, что недавно происходило в вашей жизни. Что совсем было недавно. Но я вижу здесь 9 жезлов. 9 жезлов показывает, что вы уставали. Вот совсем недавно в вашей жизни вам приходилось что-то отстаивать, защищать свои границы. Очень много уставать. Вот прям через силу что-то делать, через именно вот преодолевать свою волю. Вот бывает такое, что нужно напрячь силу воли, характер, чтобы что-то доделать, чтобы довести до конца или заставить себя там сделать что-то помимо работы, там, например, уборку. Вот такое чувство всегда по этой карте, напряжение, да. Карта часто говорит о том, что человек вот себя прям напрягает, преодолевает свое желание там полениться, то есть ему хочется полежать, ему хочется отдохнуть, но нужно делать. И вот совсем недавно в вашей жизни вот как раз-таки были такие дни, раз мы гадаем на 17 дней, понятно, что мы смотрим и у вас там назад, да, на несколько дней, что вы прям себя вот так вот нахратили, преодолевали свою лень и старались что-то делать. Между прочим, карта всегда говорит о том, что человека одолевают разные проблемы, трудности, что могут быть нападки со стороны окружающих, какие-то обвинения, может быть, даже и беспочвенные. И также эта карта очень часто намекает на то, что человек просто даже защищает свои границы от людей, которые являются для него вампирами. То есть кто-то в вашу сторону явно такое чувство, да, вампирил, то есть старался общаться с вами как можно больше, знаете. Или вот вставлять такие фразы, которые пили вашу кровь. То есть фразы, которые вас провоцируют, фразы, которые вас задевают за живое. Это сразу же понятно, что человек пытается таким образом выпить как можно больше энергии. Вот запоминайте, что если кто-то что-то такое сказал, что вызывает в вас чувство вины, раздражение, этот человек явный вампир. Донор никогда не скажет, наоборот, то, что вызывает раздражение. Донор побеспокоится о человеке и будет не давить на жалость, не давить на чувство вины. Итак, хорошо, если вы себя узнаете, что же в вашей жизни будет в течение 17 дней. То, что я вам скажу, все это произойдет. Карты Таро всегда знают, что будет в жизни человека. Человек не всегда или таролог может правильно расшифровать то, что сказали карты. Но вы можете посмотреть на картинку, на карту, и вы все равно поймете, что это было, это действительно было. То есть вы можете
Если вам не понравится то, что я сказала за 17 дней, через 17 дней вы снова слушаете. Если не нравится то, что я сказала, или кажется, это не сбылось, выключайте звук и смотрите на карты. И тогда вы поймете, да, это было. Это было, но вы это расшифровываете по-своему. Поэтому смотрите внимательно на наши карты. Итак. Ну, король Пентаклей. Это мужчина. Совершенно точно. В вашей жизни будет какой-то мужчина играть не последнюю роль. Для мужчин это тоже мужчина. Вот многие мужчины считают, что я говорю расклады только для женщин. Конечно, это не так. Конечно, это не так. Мужчины, как вам не стыдно? Просто вы думаете, что мужчина в раскладе нужен только для отношений. Ну разве же это может быть? Даже для женщины не всегда мужчина нужен для отношений. И он появляться может в ее жизни вовсе не для отношений. А тут король Пентаклей. Это человек, у которого, возможно, есть деньги. Или, возможно, бесплатно такой человек, мужчина, ничего делать не будет. Я не говорю, что вам, но вообще в жизни. Если к нему подойдут, скажут, сделай мне что-то бесплатно, он скажет, а иди, знаешь куда, это стоит вот столько-то. Или погружается он в какое-то дело с головой, он знает, что у него там есть выгода. Без этой выгоды он не будет этого делать. Это приземленный человек, материалист. И также это человек, кстати, может быть земного знака зодиака, Дева, Телец, Козерог. Это может быть человек просто основательный, такой домашний, зажиточный, хозяин дома, хозяин, там, не знаю, на работе, да, начальник. То есть ему нужно отвечать за людей, за семью, женатый человек. И вот он в вашей жизни будет играть очень большую роль. Но король Пентаклей – это всегда символ богатства и процветания. Поэтому, когда мы смотрим на этого короля, мы всегда можем надеяться на денежное прибавление в течение 17 дней. Следующая карта, тем более, что туз Пентаклей, которая тут же мои слова подтвердила, повезет с деньгами или высшие силы предоставят какой-то очень важный шанс, который приносит вам в жизни большую удачу. Вот когда-то очень давно у меня был такой случай, что я устроилась на одну работу, которая была очень низкая должность, маленькая заработная плата. И вот то место, где я устроилась, ну это была я молодая совсем была, там мне лет, может, 19, там 20 было. Вот это место, где я устроилась, меня увидел хозяин этого места. Хозяин. Вот, хозяин, да? И он подходит и говорит, ты не будешь здесь работать. Я нашел для тебя хорошее место. В совсем другом месте, в другой организации. Ты пойдешь туда, подашь документы и будешь там работать. У меня ты работать не будешь. То есть даже до такой степени. Хотя ему было это выгодно, да, совершенно выгодно. Но он, вот как король Пентаклей, он побеспокоился о моей судьбе. Потому что я молодая. И он сказал, ты пойдешь вот туда работать, у тебя будет хороший доход, хорошая должность, хорошая зарплата. И я пошла. Но я сначала еще и раздумывала, представляете? Но вот это, вот эти 17 дней ваши, да, они могут вам предоставить примерно такой шанс. Я не говорю, что равный этому шанс и такой вот прям дословно, да. Но это может быть что-то подобное. Потому что туз Пентаклей и король Пентаклей – это похоже на такую историю шанс. Но это может быть что угодно другое. Например, вы живете себе, живете, вот стоите перед вашими трудностями, еле-еле заставляете уже себя все делать, и тут появляется какой-то мужчина, и он вам в чем-то помогает, дает шанс заработать, обрести большие деньги. Он может что-то подарить, он может там помочь вам этими деньгами. Но то, что у вас, исходя из мужчины, идет какой-то денежный шанс прибавления, множество денег, да, там большая сумма, может быть, он вам ее там судит, подарит, там, даст кредит, там, да, что угодно. Но это идет, вот в эти 17 дней, это у вас идет от мужчины, исходит большая сумма денег, понимаете? Или вот какая-то денежная большая перспектива. То есть вот я не говорю, что, конечно, совпадет прям с моей историей, не обязательно. Хорошо, давайте еще карты выкладывать, посмотрим, что тут у нас. Так у вас одни пентакли, королева теперь пентаклей выпала.
У вас столько пентаклей идет. Десятка жезлов. Ага. Так, у вас тут другая немножко история. Так, дальше, значит, мы смотрим. Карта мага выпала. Карта мага. И дальше у нас аж на шестерка мечей. Что я тут понимаю? Вот смотрите, смотрите. Карты говорят, какая-то женщина в ближайшие 17 дней даст вам очень много обязанностей. Десятка жезлов, да? Когда ты хватаешься за 10 дел прям одновременно, и тебе их все тащить на себе. Получается так, что от женщины исходит много работы, а от мужчины исходят деньги, да? Женщина, это может быть ваша начальница или кто-то, вот кто-то. Вот она скаличихой, кстати, идет, смотрите. Символ все-таки благосостояния. Вот ваше благосостояние может зависеть от того, сколько вы дел переделаете тоже. Но это может быть ваша начальница, сотрудница по работе, с кем придется очень много потрудиться, поработать, разгрести, сделать много обязанностей. Но опять же, и денежное прибавление идет от этой королевы. То есть от какой-то женщины тоже может быть денежное прибавление, но она заставит вас все эти деньги до копейки отработать, в отличие от мужика. Дальше мы видим мага. Маг говорит о том, что вы берете после этого жизнь в свои руки, то есть бразды правления в свои руки. Однако маг — это часто очень активный человек, который в вашей жизни появляется. Очень выгодное знакомство. Человек, который проявляет вообще в своей жизни и в жизни других много инициативы. Активист, да, такой активист. Маг, он может подсказывать что-то хорошее, может быть полезным знакомым, может быть любимым человеком, который вдруг начинает проявлять к вам инициативу. И также маг — это все-таки ваше свойство, да, которое показывает, вы берете жизнь в свои руки. И вот эта шестерка мечей, она часто говорит, что вы как бабочка легкая упархиваете куда-то, улетаете. Конечно, карта может показывать избавление от многих проблем и трудностей. Карта может показывать какие-то путешествия. Вот. Но сама по себе она говорит о том, что вы более становитесь расслаблены. Вы становитесь более воздушные, приятные, даже в общении. И избавляетесь, конечно, от тех тяжелых проблем, которые были, может быть, путем разгребания. Ну, мол, разгреб человек проблемы, да, избавился от них, потому что он их завершил все. Но в любом случае вы как будто силу какую-то обретаете в ближайшие 17 дней. Да, люди будут присутствовать в вашей жизни, особенно трое, совершенно точно. Мужчина, маг — это может быть чаще всего мужчина, и явно женщина. И вот больше, конечно, всякие земные знаки, да. Или просто люди, ну, более такие прагматичные, приземленные. Я не вижу здесь все-таки негативного влияния, хотя женщина меня немножечко смущает. То есть мужчина явно положительно влияет на вашу жизнь, маг тем более. А женщина, почему-то она как-то подгружает. Вот, знаете, бывают люди с тяжеловатым характером, которые уж просто так никому ничего не дадут. Им обязательно нужно либо что-то получить взамен, либо вызвать у другого чувство вины и раскаяния за то, что он что-то получил. Вот мне кажется, она все равно какая-то такая немножко с тяжелым характером. Либо, ну, пусть она будет хорошая, но вам от нее тяжело. Вот есть такие люди, которые совсем не хотят быть тяжелыми, но от них как-то вот, ну, все равно тяжело. С ними там невозможно ни общаться, ни дружить нормально долго, разговаривать неохота. Потому что они являются, ну, давящими, давящая энергетика, как говорят. Причем сам человек не может разобраться, почему он такой. Ну, такая позиция номер один. Номер один. А мы идем с вами дальше. Позиции номер два. Карты Таро. У нас необычное Таро, да, сегодня. И наш камень содолит. В этот раз такой вот необычный серый содолит. Я его специально выбирала. Серый содолит в магазине, потому что очень редко встречают серые содолиты. Обычно они вот такие голубые, да, и очень похожи на лазурит. Но лазурит, он выглядит немножко иначе, он очень сильно синий. А содолит, он тоже как бы голубовато-синий, но у него больше вкраплений. А вот такой серый — это редкость, конечно, редкость.
Так, ну смотрим. Первая карта, что у вас недавно в жизни происходило. Вторая позиция, карты Таро, смотрим. Пятерка мечей. Ну, вы как-то враждебно воспринимали окружающий мир и людей. Карта говорит либо о нападках в вашу сторону от какого-то человека, врага. Скандал может показывать, большую ссору, конфликт. И вообще, в принципе, бывает, карта показывает победу, но горькую. Ну, то есть вы могли выиграть в споре, в ссоре, но вам самому или самой было совершенно это неприятно. Потому что тот, с кем вы могли ссориться или соревноваться в чем бы то ни было, в принципе, вами мог быть уважаемый человек, там, да, или тот, кто тоже хочет очень выиграть, да, в этом споре или там в этих делах, в соревнованиях, там, например. И вы же понимаете, что тоже вложены труды там, да. Ну, представим, что вот я веду YouTube-канал, и у меня есть конкуренты, как у любого человека, кто особенно публичный, есть конкуренты, естественно, есть другие второй YouTube-каналы, их полно. И вот получается так, что есть очень уважаемые мной тарологи, очень. И вдруг я начинаю смотреть и видеть, что я их обхожу в чем-то, да. То есть понятно, что есть каналы в 100 раз лучше моего, в 100 раз больше просмотров, там, да, миллионы подписчиков. Есть те, которые хуже моего, как будто бы хуже. Но это же неправда, что хуже. Просто человек не понял, как алгоритмы YouTube применять. Я тоже не поняла до сих пор, 5 лет уже пытаюсь. И вот знаете, дело даже не в том, кто как читает расклад, а в том, наверное, как он умеет раскручивать канал. Понимаете? И вот ты с ними соревнуешься, типа соревнуешься все равно. Смотришь, у тебя больше, у них больше просмотров, подписчиков, там, кто популярнее, все. Но ты же уважаешь этих людей, ты же понимаешь, как они силы вкладывают каждый день, там, да, там, многие по несколько видео в день, там, куда-то идут, что-то в лесу, там, стараются, там, да, как я, или новые какие-то изучают вещи, покупают колоды, вот у меня 700 колод. И вот это вот чувство, да, вот это чувство, что ты их как бы вроде чуть-чуть побеждаешь, но тебе же горько и неприятно, что этот человек ведь трудился, но ты уступить не можешь. Это твоя жизнь, карьера, работа, творчество. Поэтому да, может у вас такое было. А может быть была просто грязная ссора с местью и ужасными всякими дрязгами. Карта может иногда это показывать. Но еще я так вот, знаете, как понимаю, что это карта некой все-таки охоты. Вот бывает такое, что либо вы охотитесь, либо за вами. Кто добыча, а кто охотник? Вот в чем вопрос. Вот если вы себя узнаете, вот что недавно в вашей жизни было, были ли вы добычей или охотником, или были у вас какие-то конфликты, вот это вот значит ваша вторая позиция. Хорошо, давайте посмотрим, что в вашей жизни будет в ближайшие 17 дней на картах Таро. И карты Таро вам расскажут точно, что у вас сбудется. Вы даже можете вернуться потом и посмотреть снова. А если вам не понравится то, что я вам скажу, выключите звук, и на картинках вы точно поймете на картах, что было в вашей жизни за 17 дней. Итак, значит, паж жезлов. Карты Таро здесь показывают, что может такое быть, что какое-то будет интересное знакомство. Но также это может быть просто интересный разговор или новость. Чаще всего, кстати, положительный. Вообще, паж жезлов представляет собой некое удивление. Вот вы знаете, то ли ты на человека дивишься, то ли ты на какие-то известия дивишься, то ли на какой-то разговор. Вот что-то тебя вот именно как бы так цепляет, удивляет. Да? Здесь вот кактусы расцвели. Человек удивляется, ничего себе, как кактусы расцвели. А у вас что-то другое, вот что-то вас будет удивлять, такое необычное, неординарное. Вообще кактусы цветут очень редко. Вот, что-то редкое, да. Но также эта карта может обозначать обучение. То есть человек смотрит на кактусы и учится, как сделать так, чтобы они зацвели. И он уже научился, и ничего себе, говорит, какие у меня успехи. Поэтому, да, это карта успеха. Очень часто такое бывает.
Давайте еще посмотрим карту. Здесь у нас, значит, паж мечей, пажи пошли. Вообще пажи, когда вот много пажей в раскладе, да, а тут уже их целых 2, они часто говорят о том, что жизнь человека довольно активна и познавательна. Он много общается, много знакомится, вокруг народ, он дружит, он там постоянно ведет диалог там, с людьми, с клиентами, с друзьями, с подругами. И вы знаете, такая активная жизнь в ближайшие 17 дней, и что-то вы узнаете новое. Паж мечей, естественно. Бабочки. Бабочки говорят о легкости, о легких, ненавязчивых каких-то разговорах, да, общении, когда вот все вот такое вьется, да, вот легкомысленность даже какая-то появляется, ветерок, или разговор об искусстве, о каких-то красивых вещах, вот, и вообще о красоте. И, конечно, так, карта сама тут у меня раз и выпала, да, это у нас 7 мечей. Вообще, смотрите-ка, 7 мечей, это кто-то как крадется, да. Ну, сейчас в Инстаграме очень много юмора с этим словом крадется, пауки крадутся, все крадутся, вот. Крадется кто-то. Смотрите, паж мечей, это могут быть какие-то интересные внезапные новости из-под тишка. Вот как будто бы вы узнаете чью-то тайну или даже не догадывались, что за вашей спиной что-то такое неординарное происходит. Но вы будете общаться вот уже точно как минимум с 2 людьми о разных вещах. И вам будет, ну, конечно, интересно и весело. Но вот этот человек то ли скрывает свое лицо, то ли он скрывал какое-то время от вас эти новости, а потом рассказывает их. То есть какие-то вещи, которые вы не знали, но они уже давно, ну, производились за вашей спиной. То есть, может быть, друзья, подруги, родственники что-то делали, но вы об этом не знали. Давайте еще смотреть. Значит, тут у нас 8 жезлов. 17 дней пройдут для вас вот так. Все, и нет 17 дней, понимаете? 8 жезлов именно на периоды всегда об этом говорит. Время идет слишком быстро. Человек его не замечает совершенно. Вы не заметите этих дней. Они для вас пролетят просто вот так. И нету, да? Дальше мы видим здесь карту суд. Но суд, здесь суд, он как бы немножко по-другому, да? Дальше, значит, мы видим 9 пентаклей. И следующая карта у нас шут, что ли? Вандерер, типа шут. Вот. Смотрите, что я могу здесь сказать. Карты очень необычные. Они показывают, что действительно в вашей жизни могут быть абсолютно новые люди. Это первое. Второе, какое-то невероятное приключение. Третье, финансовое прибавление. Обязательно. Жизнь будет лететь, жизнь будет скакать куда-то, вот прям вскачет, щух-щух-щух, много событий. Карты говорят, что вы вообще будете постоянно окружены народом. У вас могут быть большие успехи в учебе или в труде, или просто вот успехи в общении с людьми, когда вы действительно добиваетесь от них того, чего вы хотели бы от них добиться. Вот бывает такое, что общаешься с людьми там неделями, но это непродуктивно. Ты топчешься на одном месте. А бывает так, что за один день или за несколько дней ты вдруг добиваешься того, чтобы люди сделали так, как ты хочешь. То ли ты, допустим, на работе, да, пытаешься донести до людей информацию, как действительно нужно было работать, исполнять какие-то свои, может быть, там, не знаю, обязанности, или как выполнять правильно работу. Бьешься, как рыба об лед. Тут бах, и ты за один день им все объяснила, они все сделали правильно. Что к чему, почему тебя раньше не понимали, ты и понятия не имеешь, что случилось. Конечно, если вы были с кем-то в конфликте, вы обязательно улучшите отношения или, по крайней мере, не будете больше общаться с этим человеком. Вот эта карта прогулка, путешествие, да, она показывает, что человек, ну, как будто обретает новый путь. Все равно это суд. Вот, новый путь. То есть у вас как будто бы идет новая дорога жизни, да, в 17 дней. Она обретается, она раскрывается какая-то новая дверь, да, возможности. Идет момент возрождения, восстановления чего-то, улучшения. И особенно это связано с финансовым достатком по 9 пентаклей. Мы здесь видим хвост павлина. Естественно, это всегда означает, что вы можете как сами проявить гордыню по отношению к другим людям, так и они к вам.
Поэтому будьте обязательно внимательны. Не гордитесь тем, что если у вас появились какие-то достижения или деньги. Люди не всегда радуются чужим успехам, а они часто могут, ну, воспринимать даже агрессивно, когда ты, мол, ну там, ой, я вчера 1 000 000 заработала. И они такие коркой покрылись, потому что они 1 000 000 зарабатывают 3 года. Да? Вот понимаете, вот в этом суть. То есть вам нужно понимать, где, когда и с кем, что вы такое говорите, чтобы это не вызывало все-таки какой-то, ну, дурной реакции, да, агрессии или еще что-то. Дальше вот смотрите, карта странника, она всегда показывает, опять же, момент приключения, путешествия. И раз мы уже тут видим какой-то путь, да, и тут в странстве видим странник, мы понимаем, что вы, возможно, куда-то можете отправиться на новый путь, новая дорога, новое место, новые приключения. И, естественно, это вам принесет невероятное удовольствие и счастье. Вас будут окружать, по сути, вот судя по этим картам, более-менее нормальные люди. И как минимум это будет 2 человека, а может быть и 3. И все эти люди, как будто бы, как знаете, в душе молодые какие-то, или люди искусства, или просто одаренные, любознательные люди, с которыми вы находите, ну, в принципе, так-то общий язык, да, если вы не гордитесь ничем. Вот. Карты показывают какие-то кардинальные, на самом деле, изменения в вашей жизни, поэтому жизнь так несется. Вот как будто бы раз, и открывается вот эта новая возможность, новая дверь, а вы этим пользуетесь. Пользуйтесь для того, чтобы повысить уровень вашего благосостояния. И также, может быть, завязать какие-то новые связи, новые отношения, новые дружеские связи там, да, или рабочие, и привлечь клиентов. Поэтому пользуйтесь той информацией, которую люди вам доносят, говорят. И, конечно, эта информация, она будет работать именно на вас в ближайшие 17 дней. Карты Таро, они всегда показывают то, что есть. Вот, да, то, что вот здесь вот у нас есть связь с деньгами и искусством. Здесь у нас есть какой-то новый все-таки знакомый человек и приключения. Здесь открытый новый путь и возрождение. Здесь у нас большая скорость и очень много новостей, подсказок и разговоров. Вот. Тут у нас вообще, да, 2 момента такие: удивление, обучение, узнавание чего-то нового, да еще и раскрытие тайн. Поэтому обязательно обратите внимание вот на все эти события. А событий действительно очень-очень много. Новый этап в жизни открывается. И человек, вот он становится как, не знаю, глаза и уши, да, чтобы познать этот мир с другой стороны и удивиться ему, рассмотреть его поподробнее. Ну, вот такая вот у нас 2-я позиция. А мы идем с вами дальше к позиции номер 3. То, что я вам скажу, сбудется за 17 дней обязательно. Смотрите и внимайте наш камень флюорит. Такой вот он зелено-голубой какой-то, вы знаете, вот очень мне нравится, конечно. Больше на зеленый цвет похож. Очень интересный. Всегда подбираю камни, когда в магазине камней или в книжном магазине, стараюсь выбрать самые необычные. Итак, 1-я карта. А что недавно в жизни происходило? Карты Таро сейчас все расскажут про вас. Мы все про вас узнаем. Недавно вы могли по 4 мечей либо отдыхать, либо болеть, либо приболеть, либо просто чувствовать себя каким-то вялым человеком. И в жизни ничего не происходило. Ну, бывают такие люди. У них, как им кажется, в жизни ничего не происходит. Если вашу ситуацию начать сейчас раскладывать на картах, анализировать, то, конечно, последние ваши несколько дней покажутся вам настоящим приключением. Вот. Просто вы этого не замечали. И вот ваши впечатления о ваших каких-то последних днях как раз-таки, ну, ничего в моей жизни не происходило. Понимаете? Или я там пролежал, проболел, там, не знаю, проотдыхал, проленился, ничего не хотел, ничего не делал. Или ездили на отдых, ездили в санаторий, куда-то, да, там где-то. Вот, ну, в любом случае там было какое-то пассивное времяпрепровождение. Жизнь для вас была пассивной, лежачей, там, не знаю, да, стоячей. Но уж никак не активной, честно. Я говорю, большинство из вас просто по 3-й позиции скажут: а ничего у меня в жизни в последнее время не происходило. Именно это показывает 4 мечей. Мы здесь видим либо кого-то отходящего после обиды, удара,
сильного негативного происшествия, либо мы здесь видим кого-то просто, кто вальяжно разлегся. Вот и все. Хорошо, давайте посмотрим, я вам расскажу с помощью карт Таро, а что будет происходить в вашей жизни в течение 17 дней. И обязательно обратите внимание, вы можете потом, когда они пройдут, оглянуться, посмотреть снова расклад. И если вам мои речи не понравятся, и вы скажете по речам именно, что ничего не происходило, выключайте звук, смотрите на карты, и по картинкам вы поймете, что все это было. Итак, давайте смотреть. Мы здесь видим, значит, 4 жезлов. А неплохо. Неплохое начало, я вам скажу. Потому что это карта настоящего вот кайфа, да, праздника такого. Тут могут быть, в принципе, любимые люди вместе чаще всего, да, вот мужчина и женщина, которые очень сильно радуются обществу друг друга, они вместе танцуют, они вместе счастливы. И это тогда, ну, не знаю, тихая любовь такая приятная. Вот, а может быть, ну, друзья собрались на праздник или родственники, вечеринка, поход в ресторан, на дискотеку, чья-то свадьба. То есть что-то мы отмечаем. Вообще карта, конечно, может показывать и дни рождения, вообще сборы там друзей в доме вашем, там в квартире, посиделки какие-то радостные, дружеские. Ну, либо вот большая-большая светлая чистая любовь с кем-то, кто вас принимает тотально, я бы сказала, с кем вы прям-таки на одной волне, да, находитесь. Хорошо, дальше посмотрим. А дальше у нас здесь королева кубков. Ну, вам нужно будет пообщаться с какой-то женщиной, возможно, знака воды или с асцендентом в воде. Скорпион, рак, рыбы. Карта показывает всегда душевного, приятного, такого доброго человечка, особенно скорпионы. Вот. И они всегда понимают, чутко относятся, да, очень лояльно. И вот такая прям такая нежная женщина, такая приятная, такая хорошая, да. Вот. И, конечно, эта карта всегда говорит о том, что вы можете пообщаться там с любимой женщиной, если вы мужчина, или с подругой женщина, да, там, или с коллегой по работе, кто поймет, кто там, ну, что-то сделает, поддержку такую какую-то окажет. Чаще всего моральную, конечно, душевную поддержку или в чем-то поможет. Но каждая колода таит в себе таинственные знаки. А здесь я вижу знак в виде рыбы. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг вы получите после этого известие о том, что у вас 2 полоски на тесте. Или загадывайте желание, потому что золотая рыбка может вам его исполнить. Да? Только не нужно загадывать, что вы полетите на Марс. Это только можно в 26-м году сделать, как Илон Маск сказал. И лететь-то целых полгода. Поэтому не загадывайте, пока рановато. Вот, а в целом, ну, вот что-то такое, там, стать тараканом тоже не советую. Вот именно что-то земное все-таки, да, то, что может в вашей жизни исполниться, можете загадать. И у вас будут большие подвижки к этому, потому что такая рыбка просто так не появляется в раскладах. Она, кстати, часто показывает и небольшие денежные прибавления. Так, дальше смотрим, значит, тут у нас есть жрица. Ну, посмотрите на эту колдунью. Может, она, кстати, на вас и лицом похожа. Не узнаете? Карта показывает, что могут быть какие-то откровения свыше, или общение с эзотериками, или активизация ваших экстрасенсорных способностей, вещи, сны, да, какие-нибудь. Дальше у нас, значит, 6 жезлов, 9 кубков. И целый туз жезлов у вас очень положительные 17 дней. Сейчас я вам все расскажу. Уж точно вы про них не скажете, что в вашей жизни ну ничего не происходило. Между прочим, вот эта жрица, это очень интересная карта. Она очень часто показывает, что кто-то очень долгое время хранит некую тайну. Возможно, это женщина. И эта тайна может скрыться для вас. Ну, буквально женщина расскажет чей-то секрет или свой, или секрет про вас. Но также эта карта вот, чувствительности, да, она очень показывает часто ведьмовство, колдовство. А ведь если вы смотрите действительно сейчас, скоро у нас Хэллоуин, это самый мистический праздник в году. И это ночь всех святых. Это единственная ночь, когда можно пообщаться с умершими. Они выходят на землю, эти души, и вы можете с ними вести диалог, да.
Поэтому вот жрица, она здесь может показывать разные мистические откровения, вскрытие тайн, различные всякие детективные истории, знаете, может быть, мистические истории, когда вот сидишь с кем-то, разговариваешь и рассказываешь друг другу. Очень интересная карта. Она может показывать знакомство с очень необычной женщиной со способностями, которая приоткроет вам завесу тайны вашей жизни, да. То есть погадать у кого-нибудь или там получить сеанс ясновидения, яснознания, или пообщаться с духами через медиума, да, или совершить какие-то ритуалы. В общем, у вас такие вот 17 дней, знаете, мистические карты Таро тут точно рассказывают, что вы неординарный человек, у которого, кстати, ничего недавно не происходило, да, и что-то у вас будет такое прямо вау. А дальше, смотрите, победа, вот лавровый венок. Шестерка жезлов, она всегда показывает момент после пятерки жезлов. А на пятерке жезлов, как вы помните, люди соревнуются и соперничают за что-то, да, за первенство. И вот по шестерке жезлов из них победитель оказались именно вы. Карта говорит о том, что усилия были равны, но вы постарались для того, чтобы сделать именно себя победителем. То есть это был ваш полностью заслуженный труд. Конечно же, карта говорит о том, что многие люди могут пойти теперь за вами. И они отмечают вас как человека, за которым они пойдут. То есть человека, который является для них неким, ну, не знаю, предводителем, руководителем, да. То есть именно такая карта, она очень веселая на самом деле. Она может говорить о том, что вы, там, не знаю, центр некого коллектива. Или, там, не знаю, самый заводила из друзей. Или, может быть, среди вашей родни вы самый уважаемый человек. Вообще, часто шестерка жезлов говорит и о взлете по карьерной лестнице, о том, что вам могут предлагать какие-то новые должности. Просто карта победы. Победа над какой-то трудностью, проблемой, и в соревновании победа, да. А девятка кубков — это еще одни рыбки. Вот смотрите, сколько у вас рыбок-то получилось. Загадывайте снова желание, потому что у вас есть золотые рыбки, они все исполнят. Между прочим, девятка кубков — это сама по себе карта изобилия, зоны комфорта, большой радости, счастья, праздника и исполнения желаний. Поэтому, когда вы видите девятку кубков в раскладе, знайте, что вы получите некое удовольствие от жизни. И, конечно, наши рыбы — символ богатства, процветания и прибавления в семействе. Дальше мы видим туз жезлов, он зажигает, да. Это может быть страсть по отношению к кому-то, причем поддерживаемая очень сильно, да, огонь такой горит в душе. И, соответственно, это чаще всего взаимно. Кто-то может проявить к вам большой сексуальный интерес и инициативу, а также интересоваться о вас у других там людей, знакомых. И, конечно, туз жезлов очень часто показывает хорошие идеи, новые шансы на жизнь, на будущее. Прорыв в судьбе такой положительный, хорошую новость там, да, о том, что может произойти. И какие-то, может быть, передвижки действительно там в карьере, например, финансово ваше состояние. Может быть, просто радостная новость о том, что кто-то вам в чем-то хочет помочь или испытывает к вам какие-то чувства, о которых вы давно мечтали. Вот что-то такое прям светлое происходит. И, между прочим, на любовном фронте здесь действительно прорывы. Карты говорят о том, что у вас в любви может быть действительно такой вот прям яркий конфетно-букетный период, когда люди любят друг друга, они вместе проводят время, у них такое приятное общение, они ходят на свидания. Естественно, мужчина к женщине проявляет инициативу, страсть. Свою страсть он ей показывает. Поэтому радуйтесь, у вас все карты выпали до единой положительные. Вам нечего переживать о своей судьбе в ближайшие 17 дней, а просто ловите лучики добра, счастья, солнца, да, любви и процветания, и все делайте так, как нужно. Ну, то есть идите по пути своего сердца. Поступайте, как вот чувствуете, да, и у вас действительно прибавится в жизни и в деньгах, и в любви, и в здоровье, потому что карты благословляют вас. Карты Таро здесь до единой хорошие благословляют вас на то, чтобы все 17 дней были очень-очень счастливые. Ну, вот такие у нас были 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Здесь каждый день гадание на картах Таро. Ставьте лайк этому видео. Пишите ваши отзывы. Всем пока и до новых встреч.